Давайте сразу договоримся, это не совсем урок. Скорее, это такое исследование, попытка заглянуть в сам образ мышления, который позволяет вдыхать жизнь, ну, не только в глину, а в любой материал. Речь пойдет не столько о технике, сколько о восприятии. Посмотрите, вот два объекта, сделаны из одного и того же материала. Первый — гладкий, идеальный, даже какой-то безжизненный, правда? Как пластик. А второй, его хочется потрогать. Он кажется настоящим, словно это и не глина вовсе, а кусок чего-то природного, живого. Так в чем же тут секрет? Что такого отделяют просто безжизненный предмет от творения, в котором вдруг чувствуется какой-то характер, какая-то своя история? Давайте попробуем разобраться. И ответ, как ни странно, начинается не с каких-то сложных техник, а с того, как мы вообще смотрим на поверхности. Знаете, текстура — это ведь не просто украшение. Это, по сути, язык. Язык, на котором вещь, скульптура, что угодно, говорит со зрителем. Это буквально история, записанная на ее поверхности. Ну вот представьте себе камень. Его поверхность пористая, вся в крошечных углублениях. Она же не просто так такая. Она рассказывает нам о ветре, о воде, о времени, которое ее точило. Это не просто гладкий шарик, это настоящая хроника природы. Или, скажем, древесная кора. Эти хаотичные, совсем не параллельные линии, сучки, мы привыкли бы считать это дефектами. А на самом деле каждая такая бороздка — это след роста, это след борьбы за свет, это прожитые годы. Это же биография целого дерева. И вот это подводит нас к одной очень важной мысли. В природе ведь нет ничего идеально гладкого. И вот это принятие несовершенства, понимание его ценности — это и есть основа для создания вещей, которые ощущаются, ну, настоящими, живыми. Хорошо, о поверхности поговорили. Но это, скажем так, только кожа. А что под ней? Давайте заглянем глубже, в саму форму. Это уже следующий, более глубокий слой творческого мышления. По сути, есть два пути. Можно действовать как конструктор, который просто берет и собирает готовые части. А можно мыслить как природа, как организм, выращивая одно из другого. И разница между этими подходами, она колоссальна. Мышление конструктора часто приводит вот к такому результату. Ветки как будто просто прилеплены к стволу. Соединение выглядит чужим, искусственным, слабым. В нем нет вот этого естественного потока жизни. А вот мышление организма. Совсем другая история, правда? Здесь ветви буквально вырастают из ствола, они его прямое продолжение. Вся форма едина, в ней чувствуется сила, динамика роста. Она как будто рассказывает нам историю своего движения к свету. Этот принцип отлично иллюстрирует так называемая техника вытягивания. Но это не просто механическое действие, это целая философия. Философия роста изнутри наружу, точно так же, как это и происходит в живой природе. Итак, мы с вами посмотрели на поверхность и на форму. А теперь давайте попробуем соединить эти два понятия в один целостный способ мышления. И вот, пожалуй, ключевая мысль. Чтобы создать что-то по-настоящему живое, мало просто скопировать то, как природа выглядит. Нужно попытаться понять и воссоздать то, как она становится такой, то есть имитировать и ее историю в текстурах, ее процесс роста в форме. И вот что очень важно понимать. То, о чем мы сейчас говорим, это только один из слоев темы. Это всего лишь отправная точка, просто приглашение посмотреть на творческий процесс под немного другим углом. Конечно, такая перспектива, такой взгляд лежит в основе многих комплексных творческих курсов и подходов, где этому принципу уделяется гораздо больше внимания. Это такая, знаете, фундаментальная идея. И в самом конце просто один вопрос. Вопрос, который, возможно, останется с вами и после того, как это видео закончится. В следующий раз, когда вы будете что-то делать, лепить, рисовать, неважно, попробуйте задаться вопросом: а что я сейчас создаю? Просто объект или все-таки целую историю? Ответ на этот вопрос может изменить абсолютно все.